Everseed – яркая и красочная игра на базе блокчейна, работа над которой была начата в 2022 году. Команда Amihan, создающая ее, обновила сайт в начале года и опубликовала информацию о будущем проекте, который неожиданно обрел популярность среди геймеров и вызвал ажиотаж в сети. Разработчики не были готовы к такому наплыву пользователей, поэтому им даже пришлось извиняться за отсутствие более подробной информации и развитых соцсетей. Чем же эта игра так зацепила пользователей и какие у нее перспективы? Разработка Everseed. Команда разработчиков состоит из энтузиастов, которые раньше работали в Riot Games, Blizzard и других крупных компаниях гейм-индустрии. Своей основной миссией студия Amihan Entertainment видит создание игр, в которых все люди получают равные возможности для развлечения, общения и даже заработка. Разработчики верят, что игры на базе блокчейна могут сделать лучше жизнь людей, у которых нет возможности найти высокооплачиваемую работу в своих странах. Основная миссия проекта – это создать новую цивилизацию творческих, осознанных, дружелюбных и любознательных людей, которые вместе будут совершенствовать сообщество, решая его внутренние проблемы и помогая окружающему миру. Ведь большую часть своих будущих доходов команда хочет направлять в благотворительные фонды, которые заботятся о природе и климате. Разработчики также утверждают, что используют блокчейн Solana, который является углеродно-нейтральным. Особенности геймплея. Everseed – игра, объединившая в себе черты симулятора фермы и экономической стратегии. Она также позволяет игрокам исследовать новые территории, собирать ресурсы и совершенствовать собственные участки. При этом большой упор сделан именно на социальное взаимодействие, поиск новых друзей или общение с теми, что уже есть в дружелюбной среде. Основные принципы сообщества – это абсолютное равенство и отсутствие агрессии, взаимопомощь и справедливое распределение наград. В Everseed каждый может развиваться, вложив достаточно труда. Как и в большинстве игр на базе блокчейна, в Everseed есть особые предметы и питомцы, которые являются уникальными и представляют собой NFT. Их можно будет обменивать на внутриигровую валюту или покупать, а также получать в награду за выполнение увлекательных заданий. Если игрок соберет гильдию или вступит в уже существующую, он получит доступ к еще большему количеству бонусов. Волшебный мир Everseed населяют разумные существа, очень похожие на людей. Они могут использовать магию, но та далеко не всегда поддается контролю. В их мире существует эверит, загадочный минерал, который довольно редко встречается и принимает самые разные формы. Раньше ремесленники и ученые использовали его для создания уникальных предметов. Добывать этот минерал всегда было непросто, а спустя годы из-за промышленной катастрофы он стал токсичным и вызвал мор. Гуляя по зеленым холмам и лесам Everseed, игроки смогут встретить представителей 5 местных народов. Это свободолюбивые садовники Твеллы, полные творческого энтузиазма Бориу, изобретательные ученые Нитири, предприимчивые рыбаки Пияны и самый древний народ – хозяйственные Друны. Несмотря на различия между ними, представители разных культур мирно уживаются в местах, где им приходится прятаться от мора. Каждый игрок выполняет роль рейнджера. Вместе с командой друзей ему предстоит выйти во внешний мир и посеять волшебные семена, которые помогут очистить от мора окрестные леса. Чтобы не чувствовать слияние скверны, им предстоит регулярно пить специальный эликсир. Он не только поможет рейнджеру оставаться здоровым, но и даст ему немного способностей, которые помогут в исследовании мира. Игрок будет вправе выбирать, как ему расходовать ресурсы и поступать в определенных ситуациях. Это сделает сюжет еще более многогранным. Персонажи игроков будут уникальными и внешне, ведь разработчики предусмотрели возможность настроить цвет кожи, глаз, волос, прическу и половую принадлежность. В данный момент разработчики продумывают концепцию социальных центров, специальных мест, где игроки смогут обмениваться предметами, общаться и искать команду для выполнения сложных заданий.
Их главная задача – создать место, которое отражало бы различия между разными народами и их культурами, но при этом объединяло бы их в одно огромное и дружное сообщество. Разработчики также обещают, что игроки смогут участвовать в принятии решений, связанных с развитием игры. Каждый активный игрок будет обладать правом голоса. Уникальные NFT проекта. Вне всяких сомнений, Everseed вызывает интерес не только у геймеров и экоактивистов, которых вдохновляет идея с пожертвованиями и концепция игры. Криптосообщество также заинтересовано в ее развитии, поскольку проект предлагает игрокам уникальные активы, которые они в дальнейшем смогут продавать на криптобиржах. Чем более редкое существо, растение или предмет получит игрок в виде NFT, тем больше у него шансов выгодно продать свое игровое имущество. Коллекционными предметами однозначно станут питомцы-компаньоны, которых можно получить в игре. Это забавные животные, скрещенные с растениями. Игроки смогут обменивать их на ресурсы, торгуясь на внутреннем рынке платформы, или без всяких проблем использовать для торговли сторонние биржи, чтобы обменять NFT Everseed на токены других платформ или фиатные деньги. Разработчики обращают внимание на то, что в данный момент не предлагают игрокам купить какие-либо активы и не сотрудничают с торговыми площадками. Однако запуск NFT планируется в ближайшем будущем. В данный момент разработчики активно пользуются своим блогом, чтобы рассказывать пользователям об особенностях игры. Они уже рассказали о блокчейне, на базе которого она создается, элементах дизайна и других интересных моментах, связанных с разработкой. Команда также периодически проводит Ask Me Anything, посвященные разработке Everseed, в рамках которых заинтересованные пользователи могут задавать вопросы. Новости Everseed. 23 марта команда сообщила, что продажа первых коллекционных NFT состоится уже в апреле. Поскольку игра ориентирована в том числе на людей, для которых это первый опыт взаимодействия с блокчейном, разработчики предоставили подробную инструкцию по созданию кошелька. Чтобы получить доступ к NFT, игрокам нужно будет приобрести токены блокчейна Solana. Команда создала гайд по покупке и обмену монет на коллекционные предметы. 1 апреля разработчики рассказали, что вынуждены перенести презентацию дорожной карты, но зато готовы поделиться информацией об аватарах. Они будут представлять собой изображение персонажа по плечи, одетого в рандомный набор вещей разной уникальности. Игроки первой волны смогут самостоятельно задавать внешность своих персонажей, а в дальнейшем она будет генерироваться автоматически, чтобы обеспечить большее разнообразие миру. Разработчики также рассказали, как попасть в белый список для участия в первых продажах. В середине апреля команда объявила конкурс, в рамках которого желающие попасть в белый список должны были рассказать, какая из внутриигровых культур им ближе и почему. Он продлился до 19 апреля. Наконец, долгожданный генезис NFT начался 20 апреля. Пользователи из белого списка получили доступ к распродаже эликсиров. Разработчики также напомнили, что мероприятие будет недельным и доступ к покупке токенов сохранится до 26 апреля. Хочется верить, что продажи оправдают ожидания команды и она получит достаточно средств для продолжения работы над проектом. Everseed – проект, который уже сегодня можно назвать интересным и перспективным. Пусть игроки не могут протестировать геймплей и сложить объективное мнение о токеномике, планы разработчиков вселяют надежды. Однозначно можно сказать, что такой игре найдется место в концепции Web3, ведь она транслирует основные ценности сети. Единство, равенство, справедливость, совместное созидание и обмен культурными особенностями. Остается только следить за обновлениями в социальных сетях и принимать участие в ивентах, которые команда регулярно предлагает пользователям.